Ну что же, мы с вами в предыдущих видео посмотрели немножко исторический центр города Далян. Но если вы приедете сюда летом, вы можете прийти на пляж. Здесь их очень много. Вот этот пляж называется Ракушка. И вот посмотрите, как купаются китайцы здесь в Даляне. Во-первых, они все на кругах, с кругами, просто плавают. Это вообще, это, конечно, поражает. И здесь, что интересно, они все в палаточках. Здесь у них палаточки. В палаточках они лежат, загорают. И вот это, посмотрите, какой он огромный пляж. Сегодня пятница, кстати. Так что, если вдруг вы захотите приехать на пляж, то, может быть, не стоит приезжать в выходные дни. Это что-то, ребят. Это действительно необычно. Ну вот, а чтобы вы знали, что это пляж Ракушка, вот здесь как раз перед этим пляжем вот такая большая ракушка-скульптура. Ну а сейчас мы прогуляемся по парку и пойдем к другому пляжу и к другой площади Синхаю. Ну вот мы сейчас прогуливаемся здесь в парк, идем в парк Синхай. И надо вам сказать, что действительно в Даляне очень чистый город. А почему? Потому что 40% территории города занято парками. И молодцы китайцы, они вдоль моря, южного побережья, Желтого моря, они сохранили всю эту зеленую зону. Здесь нет небоскребов, может быть, здесь несколько гостиниц только построено, но невысоких. И вот смотрите, богатые китайцы живут вот здесь. И очень напоминает эта часть Сан-Франциско. Ну, вот это явно для богатеньких китайцев было построено. Вот здесь на этом камне, вы видите, написано Certificate. И здесь написано, что здесь самая длинная дорога для прогулок в Даляне. И даже в Китае. И длина ее 21 километр. И она была открыта в 2009 году. И интересно, что это как раз парк Синхай. Из дерева. Смотрите, вот она, прогулочная под нашими ногами, деревянная. Вот мы сейчас с вами идем в этом парке Синхай по этой дороге, самой длинной, которая сделана из дерева, 21 километр. Но дерево, конечно, это из тайги сибирской. Откуда же еще китайцам привозить дерево? Свои леса они тщательно охраняют. И вот здесь можно видеть мост, который вот совсем недавно закончили строить здесь в Даляне. И этот мост соединил, два берега полуострова. Еще этот мост, он стал объездной кольцевой дорогой, как раз вот чтобы в самом центре города не было пробок. И видите, из одного района в другой люди едут вот по этому мосту. Это впечатляет, конечно, потому что мы были 4 года назад, этого не было. А вот там дальше, где небоскребы видно, это площадь Синхай, самая большая, и вскоре я вам ее покажу. Вот отсюда вы видите замечательный вид на этот мост новый. Вот, посмотрите. И он идет в другую сторону, на берег противоположный, на Желтое море. А здесь внизу, здесь есть пляж. И вот там можно видеть скульптуру. Сейчас я наведу поближе. Вот, это скульптура Аматерасу. Ну вот по-японски, наверное, по-русски как-то по-другому называется. Это из буддизма. И видите, здесь она стоит в море, эта скульптура. И вот здесь людей поменьше. Здесь тоже можно покупаться на этом пляжике. Вот, кстати, здесь в парке Синхай находится самый большой зоопарк в Китае. Потому что, видите, там огромнейший парк. И вот в этом парке, можно сказать, это сафари даже, живут разнообразные животные. Ну вот наша прогулка по парку Синхай подходит к концу. Мы сейчас выйдем на площадь Синхай, самую большую площадь в Даляне во всем Китае. А вот это здание, смотрите, очень напоминает Диснейленд. И, честно говоря, я не знаю, что это такое. Либо, скорее всего, это квартиры для богатых китайцев. Навряд ли это гостиница. Ну вот он, город Далян. Посмотрите, сколько здесь построили. Какие дома. Это все элитное жилье для богатых китайцев. Вот. И вот там как раз гостиница Диснейленд видна чуть-чуть. Здесь масса зданий, где рестораны. И вот здесь мы пройдем. Сейчас поближе покажу вам знаки зодиака. Здесь стоят колонны с знаками зодиака. Вот, например, Козерог. Дальше там Водолей.
Стрелец, ну и так далее. А мы пойдем найдем какое-нибудь кафе, где можно выпить горячего чаю, потому что мы протопали почти 7 или 8 километров вот по этой деревянной дорожке, и пришли мы на площадь Синхай. Ну вот сейчас мы с вами находимся на самой большой площади. Вот здесь какое-то событие проходит. Продажа машин, по-моему, Honda и Toyota. Но посмотрите эту площадь Синхай. Вот она, самая большая площадь не только в Даляне. Цифры я не помню, конечно, в Даляне, но и в Китае. Вот она гигантская, она выходит к морю. Вокруг небоскребы. Вокруг вот здесь есть дома в 3 этажа. И в этих уже домах масса ресторанов. Так что, видите, машин огромное количество, машины все очень дорогие, достаточно чистые, кстати, бензин хороший. Вот, и вот это огромная площадь. Так что, если будете в Даляне, то обязательно приезжайте посмотреть площадь Синхай, что в переводе означает площадь морской звезды. Вот смотрите, город Далян. Мы возвращаемся в нашу гостиницу на площади этой самой большой Синхай. Нашли все-таки такси, нам повезло. Потому что желающих много. И вот строится Далян со страшной силой. Да, здесь движение такое, что никто никого не пропускает, но они никогда не нервничают, водители. Никто никого не обзывает. Если вы едете на такси, то стоимость такси это 10 юаней за 4 километра. И затем вы уже там какая-то идет сумма свыше. Ну вот мы сейчас в такси, и вот у нас впереди эта площадь жемчужины знаменитой, и там мы выйдем. Мы сейчас пришли в торговый центр пообедать, и вот здесь на -1 этаже просто царство еды разнообразной. Лично я выбрала корейскую кухню, сейчас нам готовят. И дальше вот здесь прям лапшу делают на месте, все они в масочках работают. Это огромный торговый центр, который открылся совсем недавно. Чуть позднее я вам расскажу о ценах на еду. Хотя посмотрите здесь. Вот одно такое блюдо. Это стоит 20 юаней. 20 юаней, то есть это делите на 7, получите в долларах. Вот я, например, взяла вот такое меню с рыбой. Это стоит 26 юаней. Опять делите на 7, получите цену в долларах. Привет! Ну, а сегодня я вам предлагаю посмотреть еще один парк далянский, который называется Правительственный. Но правительственный, по-моему, здесь есть какие-то правительственные учреждения или гостиницы, точно я не помню. Вот здесь какие-то гости сегодня. Здесь тоже есть пляж. Очень хороший, кстати, пляж. Вход платный, по-моему, 20 юаней стоит. И сейчас мы пойдем прогуляемся по этому парку. И когда вы гуляете по этому парку, также вот как и в парке Синхай, кстати, здесь деревянная дорожка, и вот такие смешные, забавные скульптуры можно увидеть вдоль дороги. Вот так. Сейчас я вам тоже поближе наведу. И вы слышите, как здесь поют цикады? Вот такая пропаганда здесь идет здорового образа жизни. А вот схема покажу вам этого парка. Вот, и мы сейчас спустимся, там очень интересно будут ракушки, я вам покажу скульптуру другую. По-прежнему в правительственном парке. И сейчас мы подошли во-первых, на самую высокую точку поднялись, 2800 метров. И здесь солнечные часы. И интересно, что по часам время 15:50. А вот по солнечному, потому что Далян же не живет по солнечному времени, а по времени Пекина. И по солнечному получается уже 17 часов 50 минут. Нет, 16:50. 16:50, а не 15:50. То есть на час больше, и поэтому жара уже спадает. Вот смотрите, как интересно, все эти иероглифы обозначают час. И вот отсюда просто шикарный вид на побережье, на Желтое море, на острова, которые здесь в Желтом море.
И там дальше порт, куда мы сейчас пройдем пешком тоже. Вот такая красота. Ну вот видите, мы здесь по-прежнему на этой дорожке деревянной, вот этой самой длинной, построенной вдоль Желтого моря. И здесь интересные скульптуры. Вот традиционная азиатская игра. По-японски это называется го, а вот как по-китайски она называется, не знаю. И здесь вот привезли такие скульптуры жирафов, поставили. Это не настоящие, это скульптуры. Вот, а мы продолжаем наш путь, мы гуляем по этому парку. Шикарная прогулка, просто замечательная. Пахнет можжевельником, поют цикады. Отличная прогулка. И вот интересно, здесь на этой скале представлены морское дно с самыми разными ракушками, крабами и так далее. Тоже привезли группу китайцев, но мы все это прошли пешком. Вот эта прогулка 5 километров примерно, очень приятная прогулка, замечательная. Проходите, там еще другие животные, там морские звезды, черепахи. Вот, очень интересно. И там еще что-то есть дальше, сейчас мы посмотрим. Вот, а здесь, видите, какие-то водоросли, разные рыбки сделаны. Причем так искусно все это сделано, так замечательно. Это очень интересно. Смотрите. А это какая-то ракушка еще одна, да? Вот. Как любопытно все это сделано. Вот так. И дальше мы спускаемся в сторону. Ой, а там еще что-то есть. О, здорово, там кашалот, по-моему. А здесь совсем другие скульптуры. Рыбки разные. Ой, а вон там большая раковина. Интересно. Вот поближе смотрите, как интересно. Вот такая вот скульптура. Так что, видите, прогуливаясь по этому парку, можно знакомиться с теми рыбами, какими-то гадами, да, с какими-то животными, которые живут в море. Какой огромный осьминог. И это, кстати, еще не последний. Просто здесь я уже заканчиваю съемку. Но вот постепенно так спускаясь здесь. Там вот еще кашалот, смотрите. То здесь еще и там еще что-то есть. Но, может быть, вам уже надоело, поэтому здесь я съемку прекращаю. Ну вот мы сейчас с вами вышли из парка правительственного, у нас с левой стороны, а вышли мы к Новому Даляну, вышли мы к небоскребам. Личный город, очень уютный, прекрасный, иначе очень нам здесь нравится. Вот смотрите, такие элитные дома, небоскребы строят здесь, рядом с этим парком правительственным. И вот их там много-много, если вот так я вам наведу, вот они, эти башни стоят. И здесь квартиры 146 или даже 166 квадратных метров. И вот они здесь, к сожалению, на закате солнца, не знаю, получится ли хорошо, вот строят здесь такие тоже дома. И вот еще посмотрите здесь, вот тоже элитные квартиры на берегу моря в городе Даляне. Я не перестаю удивляться китайскому сервису. Вот смотрите, мы заказали кофе. Во-первых, нам кофе смололи, в этих зернах были, да, и принесли вот так стаканчики стеклянные. Вот такие стаканчики, вернее. Еще смотрите, в стакане лед, то есть если ты хочешь со льдом, пожалуйста, тебе стакан со льдом. Еще здесь молочко, и все это на деревянном подносике. Но слушайте, это просто Китай, это точно Китаю принадлежит будущее. Я в этом даже не сомневаюсь нисколько. Первое наше блюдо – это баклажаны с орешками. И что-то здесь еще такое вкусное есть. Вот такое блюдо. Вкусно? Не очень остро? Чуть-чуть остро. Чуть-чуть остро. Сейчас попробуем. Блюдо это тофу, то есть это творог из сои сделанный, да, из соевого молока. И два соуса. Один сладкий, а второй какой? Соленый. А второй соленый. Жареный тофу. Попробуем. Жареный корень лотоса. Очень вкусный, хрустящий, обалденно вкусный. И вот такие блинчики с медом, по-моему, да? Это мы уже с собой возьмем. Баклажанчики. Слушайте, мы объедимся здесь просто. Но хорошо в Китае все, что не доели, можно взять с собой. Блинчики возьмем с собой.